Канал «Автозакордон» зимой и летом этой зимой остается дома. Все понимают почему. Это дает нам время посмотреть на те фото и видео, которые были сняты в прошлой поездке. И они дают нам возможность снова отправиться в путешествие, хотя и виртуальное. Вы ведь тоже сидите дома, так что присоединяйтесь. Сегодня мы начинаем виртуальное путешествие из Осло в Стокгольм. В этом путешествии вы виртуально встретитесь с королевскими особами и узнаете, что могут короли. Реальное путешествие состоялось в июле 2019 года. По дороге много всего интересного, поэтому не будем спешить все рассказать в одном фильме. И надеемся, что у вас накопятся наблюдения о том, чем Норвегия и Швеция отличаются от менее успешных стран. В первом видео из этой серии мы расскажем о столице Норвегии, городе Осло, как мы туда приехали и как выехали. А добрались мы в Осло на своем автомобиле из Киева. Маршрут можно увидеть на карте наших путешествий, и ссылка на карту в описании. По дороге мы посетили много интересных мест, а про такие города на нашем пути, как Люблин, Плотск, Владславик, Торун, Быдгощ, Калабжек, Грайфсвальд, Любек, Киль, Мальме, Гетеборг и Фредрикстад уже есть видео на нашем канале, и вы можете их посмотреть. В Осло мы отправились из Фредрикстада. Дорога отличная! Кстати, еще в Киеве мы заплатили за право пользоваться норвежскими дорогами. Как это сделать, подробно написано на соответствующем сайте. И мы увидели, что собранные с автомобилистов деньги действительно используются для строительства прекрасных дорог. По пути попадаются вырубленные в скалах участки прямой дороги и небольшие туннели. Но главный туннельный сюрприз нас ожидал в самом Осло. Вот мы въезжаем в туннель под названием Оперный. Название связано с тем, что он проходит под зданием оперного театра. Из туннеля театр не видно, но через пару часов мы увидели этот театр с борта прогулочного катера. И вы тоже можете увидеть этот уникальный театр в нашем видео о прогулке по Ослофьорду. Туннель проходит и под древней крепостью Окерхус. А вот как эта крепость выглядит с моря. И из центра города ее тоже хорошо видно. Туннель потрясает масштабами и сложностью сооружения. Внутри многочисленные развилки и слияния дорог. Хотя в туннелях скорость всегда ограничивают, здесь все движутся очень быстро. Благодаря этому город освобожден от пробок и выхлопных газов автомобилей. В конце туннель делает крутую петлю и выплевывает нас в самом центре Осло. И оказывается, что в городе строят не только туннели, там и здесь видны подъемные краны. Возможно, из-за строительства проложенный навигатором маршрут упирается в перекрытую улицу. Едем в объезд и попадаем на улицу Хенрика Ибсена, которая выводит нас на улицу Карла Юхана, главную улицу Осло. Эту улицу мы еще осмотрим, когда пойдем гулять. А пока едем в гостинице, расскажем, кто же это такой Карл Юхан. Он родился в Гасконе, как Д'Артаньян, и при рождении получил имя Жан-Батист Бернадот. Работал маршалом Франции при Наполеоне. Но тут выяснилось, что Швеция решила отдать позицию короля на аутсорс. Жан-Батист подал аппликацию и в 1810 году получил должность кронпринца с последующим апгрейдом до короля. Правда, пришлось поменять имя на Карл Юхан с номером 14. Но зато шведский язык можно было не учить. Так, ну это Швеция, а Осло же в Норвегии. В 1814 году Норвегию по договору передали от Дании Швеции. Мы рассказывали об этих событиях в фильме о Фредрикстаде. Норвежцы протестовали, и пришлось оформить завоевание в форме унии двух королевств. Так что нашему герою пришлось стать еще и королем Норвегии. К
К счастью, имя снова менять не пришлось. Он остался Карлом Юханом, но в Норвегии получил номер 3. Ну а раз приняли на работу королем, то по контракту положен Королевский дворец. И в 1825 году Карл Юхан заложил на этом месте первый камень. А вот перед дворцом памятник ему. А что ж король стоит тут под дождем и снегом, ведь дворец совсем рядом. А норвежский парламент решил, что дворец по контракту, конечно, положен, но смета строительства превышена, и поэтому заморозил строительство. Достроили дворец только в 1849 году, а Карл Юхан еще в 1844 году умер. Норвежцам стало жалко, что король так и не пожил в своем дворце. И для моральной компенсации они в 1852 году назвали центральную магистраль города улицей Карла Юхана. А в 1875 году воздвигли ему памятник перед дворцом. Но, несмотря на это, потомки Карла Юхана предпочитали жить в Швеции, работая королями на 2 страны. Норвежцам это надоело, и в 1905 году они на плебисците разорвали унию. Норвегия стала независимой, и ей срочно понадобился новый король. Знаменитый полярник Фритьёф Нансен отправился на поиски. Нет, не на Северный полюс, а в Данию. У тамошнего короля было 2 сына, и младшего по имени Карл уговорили переехать в Норвегию. И тот стал королем Норвегии. Вот памятник ему. Датский Карл, чтобы его не путали со шведскими Карлами, при коронации сменил имя на норвежское Хокон. Вот какой он был усатый красавец при коронации. Ой, нет, извините, это Фредди Меркури. Вот Хокон VII. Кстати, родной брат Карла, Кристиан, работал королем Дании, а двоюродные братья Георг, Николай и Константин монархами, соответственно, в Великобритании, России и Греции. Король Хокон VII проявил себя как настоящий лидер страны в 1940 году. Когда Германия вторглась в Норвегию, он отказался принять условия капитуляции. Король и правительство переехали в городок Неберсунд. Люфтваффе уничтожила этот город в попытке убить короля, но он укрылся в лесу. Об этих событиях снят фильм «Выбор короля», хотя оригинальное норвежское название этого фильма «Королевское» нет. Мы его посмотрели и вам рекомендуем. Вынужденный уехать в Англию, Хокон VII до конца войны вел передачи на BBC. Когда он вернулся в Норвегию, его встречали как национального героя. Холм, где находится королевский дворец, называется Бельвью, то есть красивый вид по-французски. Но давайте все же спустимся с холма и посмотрим, что еще есть на улице Карла Юхана. В самом начале улицы Норвежский национальный театр, построенный на частные средства и открытый в 1899 году. При открытии играли пьесы Людвига Хольберга, Генрика Ибсена и Бьорнстьерне Бьорнсона. А потом всем этим норвежским драматургам поставили памятники возле входа в театр, а их имена написали над парадными окнами. Рядом с театром беседка и памятник Юхану Халворсену, известному норвежскому композитору, дирижеру и скрипачу. Но скрипачи здесь не только каменные, но и совсем живые и юные. Идем по улице Карла Юхана. Такой она была в XIX веке. А вот как увидел эту улицу знаменитый норвежский художник Эдвард Мунк. Напротив театра здание университета Осло, который был основан в 1811 году как Королевский университет Фредерика и назван в честь короля Дании и Норвегии Фредерика VI. Сперва здесь размещался весь университет, а теперь в этом здании только юридический факультет.
А еще 7 факультетов находятся в иных зданиях. Это здание с башенкой было построено в 1897 году. Там размещался отель «Вестминстер», книжный магазин, а сейчас здесь на первом этаже Hard Rock Cafe. В 2019 году это 5-этажное здание приобрела компания из Баварии. Площадь Эйцволл сейчас разделена улицей Розенкранц надвое. И кажется, что это 2 площади. Площадь названа в честь муниципалитета Эйцволл, где в 1814 году была написана Конституция Норвегии. Улица Розенкранца названа не в честь персонажа из Гамлета, а губернатора Маркуса Розенкранца. А вот здесь стоит памятник публицисту Генрику Вергелану. На открытие памятника в 1881 году собралось 50 000 человек. Это памятник Гуннару Сенстеби, герою норвежского сопротивления. Он единственный, кто был награжден норвежским военным крестом с 3 мечами. На другой стороне площади здание норвежского парламента. Рядом с ним памятник Юхану Свердрупу, который был первым премьер-министром Норвегии после установления парламентской монархии. Кстати, поля нефтяных месторождений в Северном море возле берегов Норвегии названы его именем. Впрочем, вокруг здания норвежского парламента много других памятников, но рассмотреть их придется в следующий раз. По улице Розенкранца выходим на улицу Кристиана IV. Это был король Дании и Норвегии, который в 1624 году, когда очередной пожар уничтожил деревянный город Осло, решил, что столица страны должна быть построена из каменных зданий на новом месте возле крепости Акерхус. Этот город был назван в его честь Кристианией. С этой улицы виден купол кафедрального собора Осло. Он был освящен в 1697 году, но неоднократно перестраивался. Собор используется для торжественных мероприятий. Например, здесь венчаются королевские особы. На улице Кристиана IV расположены Национальная галерея и исторический музей. От улицы Карла Юхана по улице Рольда Амундсена можно попасть на площадь Фритьюфа Нансена. Здесь расположена ратуша города Осло. В нашем фильме об Ослофьорде мы рассказывали, что именно здесь вручают Нобелевские премии мира. Здание ратуши было построено в 1950 году. Его украшают астрономические часы и разные фигуры. На этой стене Харальд, король Норвегии, и зять Ярослава Мудрого. Соседние здания поддерживают стиль и тоже украшены фигурами из легенд. Идем к гостинице и по дороге видим интересные здания Министерства иностранных дел, концертного зала и понимаем, что для того, чтобы осмотреть Осло, 1 дня мало. Наутро выезжаем из гостиницы в направлении Стокгольма. Едем по знакомым улицам и опять попадаем в туннель, но уже в другой. А на выезде из этого туннеля видим оба небоскреба Осло высотой более 100 метров. Это здание почты и Осло Плаза, где размещается гостиница «Радиссон». А мы едем вдоль железной дороги по району, который называется Гамле-Осло, то есть Старый Осло. Иногда пишут, что город Осло в 17 веке переименовали в Кристианию, а в 1925 году опять в Осло. Но Старый Осло сгорел в 1624 году, а Кристиания была построена рядом. Однако на месте сгоревшего города снова выстроили дома рабочего люда. И это место продолжали называть Осло. И именно эти места мы сейчас и проезжаем. В 1925 году шикарная Кристиания и рабочий Осло объединились в один город, который взял древнее имя. А мы движемся к следующему туннелю, который ведет вглубь горы, той самой, которую мы видели с прогулочного катера и где расположена знаменитая школа. А где мы выйдем и каким маршрутом доберемся до Стокгольма, вы узнаете в следующей серии. Чтобы не пропустить ее, подписывайтесь на канал «Автозакордон зимой и летом». А пока посмотрите, как выглядит Ослофьорд
и узнайте, есть ли у него геологические основания называться фьордом.